Всем привет! Ко мне на обзор попал необычный бюджетный защищенный телефон Aquitel WP36. За его очень небольшую цену в нем есть интересные фишки. Основной фишкой этого телефона является его большой динамик, который выдает очень хорошую мощность. Также однозначно к необычным характеристикам можно отнести батарею. Здесь она на 10600 мАч. И как вы уже понимаете, телефон защищен по стандартам IP68 и IP69K. Это еще не все его преимущества, но забегая вперед, я должен сказать, что этот телефон будет стоить всего $120. Это около 11 тысяч рублей. Я его потестировал и за такую цену однозначно могу рекомендовать его к покупке. Можете пройти посмотреть его ценник, ссылку на официальный магазин на AliExpress оставлю под этим роликом в описании. Посмотрим комплект телефона. Во-первых, стоит отметить, что телефон на своем борту имеет 8 ГБ оперативки и 128 встроенной. Также в его настройках присутствует расширение ОЗУ оперативной памяти. Еще на плюс 8 ГБ. Естественно, для бюджетного телефона комплект стандартный. Это мануал пользователя, ключ-скрепка для открытия сим-лотка, кабель USB Type-C и, конечно, зарядный блок. Максимальная заявленная мощность, написанная на заряднике, 18 Вт. Конечно, это не мощная, но все же начального уровня быстрая зарядка присутствует. Откроем сим-лоток, посмотрим, что в него можно устанавливать. Резиновая заглушка достаточно плотная. Лоток достаточно хорошо выезжает при легком нажатии. Как мы можем видеть, сюда способны установиться две нано-сим-карты, либо одна сим-карта и карта памяти. Карта памяти поддерживается до 1 терабайта. Также, рассматривая внешние характеристики, однозначно стоит отметить вот эти риски, расположенные по бокам телефона. Это прорезиненная поверхность. Пальцы по ней не скользят. Болтики, на которые прикручена рамка, металлические. Естественно, так как смартфон защищен, с каждой стороны у него имеется вот такой выступ – противоударная поверхность. С правой стороны расположены качелька громкости, рифленая кнопка включения и отдельный сканер отпечатков пальцев. Естественно, снизу расположен разъем для зарядки и микрофон. На верхней грани имеется дополнительный микрофон для шумоподавления. Еще одна достаточно полезная фишка этого телефона – это обратная зарядка, то есть его можно использовать как пауэрбанк. Тем более, что у него большая батарея на 10600 мАч. Именно поэтому у него в комплекте идет вот такой кабель. С двух сторон он имеет разъемы USB Type-C. Сейчас покажу, как это работает. Здесь есть интересный момент. К примеру, я хочу зарядить свой Redmi Note 10 Pro. Тогда в первую очередь один разъем кабеля я включаю в Aquitel. А уже потом второй штекер в тот телефон, который хочу зарядить. К слову говоря, не всегда сразу появляется зарядка. Если зарядка сразу не появилась, то один из концов можно отсоединить, а потом вставить обратно. Что касается звука на этом телефоне, как я сказал ранее, он очень громкий за счет вот такого большого динамика. Aquitel позиционирует его как звук 8D. Давайте вместе проведем замер, сколько децибел выдает данный динамик. На одном из своих телефонов я включаю шумомер. К примеру, сперва сделаем замер на моем Redmi Note 13 Pro Plus. Максимальный показатель был 82 децибела. Теперь включаем Aquitel. Как вы могли заметить, шумомер показывал 86 дБ. Почему-то показания не намного больше, чем на предыдущем смартфоне, но по факту звук намного громче, в разы. Я бы сказал, раз в 5. Динамик играет действительно очень громко, но какого-то супер чистого звучания здесь я не слышу. И при этом, повторюсь, он очень громкий. И если говорить о частотах, то немного не хватает низких частот, то есть басов. Также обратите внимание, что вот здесь под динамиком имеется вот такой выступ. Когда вы кладете телефон на какую-то поверхность, динамик с этой поверхностью не соприкасается и может спокойно воспроизводить любую музыку. В целом, конечно, за такую бюджетную цену это интересная фишка. Его можно использовать, например, за место колонки. И еще плюсом, если зайти в настройки, звук и вибрация, в самом низу будет пункт улучшения звука. То есть данный пункт еще добавляет громкости, хотя дополнительная громкость вряд ли здесь нужна. И конечно, я не мог не протестировать данный телефон на влагозащиту, и в частности его динамик. Я поместил смартфон под струей воды, хорошенько намочив его со всех сторон.
Динамик я также очень хорошо промочил. Пробовал лить воду как с выключенным звуком, так и со включенным. Ничего плохого не происходит. Единственное, если долго мочить его динамик, то как и у любого защищенного телефона, на мембрану попадает вода. В этом ничего страшного, просто пока не просохнет вода, динамик будет слегка похрипывать. Теперь, что касается производительности и внутренней составляющей телефона. Он работает на процессоре MediaTek 8788. 8 ядер с тактовой частотой 2000 МГц. Я провел небольшой тротлинг-тест, график вы можете видеть на своем экране. Хоть и совсем не сильный, но небольшой тротлинг все равно имеется. В AnTuTu девайс набирает 243 310 баллов. За время теста температура смартфона увеличилась на 1,1 градуса. Совсем немного. Какие датчики установлены на телефон? Все по стандарту, нет только гироскопа и барометра. Остальное все имеется. Диагональ экрана здесь 6,52 дюймов. Немного, конечно, страдает разрешение, оно не слишком большое, хотелось бы больше, но все же это бюджетник. Что касается игр, я протестировал NFS No Limits, Asphalt и PUBG. Все эти игрушки телефон без проблем тянет, на средних настройках. Теперь немного расскажу о оболочке телефона. Во-первых, из коробки он поставляется с 13-м андроидом. Смартфон на борту имеет голый Android. Из необычного могу отметить расширение ОЗУ, как я уже говорил, а также DuraSpeed. Если активировать эту функцию, то функция будет ускорять работу запущенных приложений. Также, к примеру, мы можем менять цвет некоторых меню, например, шторки. Для этого в настройках заходим в обои и стиль, и здесь выбираем другой цвет. Также есть функция дополнительного уменьшения яркости, NFC, и в шторке можно отключать доступ к микрофону во всех приложениях. Что касается сканера отпечатков пальцев, нужно очень четко прикладывать палец, чтобы телефон разблокировался. Честно говоря, работа сканера в этом телефоне разочаровывает. Как снимает его 13-мегапиксельная основная камера? Сенсор у нее Sony IMX, один из самых простеньких. Для бюджетного телефона вполне пойдет. У меня получилось сделать фото только в пасмурную погоду. В солнечную, конечно, будет гораздо лучше. На сильном приближении качество остается терпимым. Вот пару снимков, сделанных на макрокамеру. Сейчас вы можете наблюдать видеосъемку в 1080, 30 FPS. К слову говоря, запись звука неплохая. Также и автофокус отрабатывает хорошо. В целом считаю, что за эти деньги, когда идет распродажа, это очень даже достойный аппарат со своими фишками. Повторюсь, в распродажу он должен стоить $120. Это около 11 тысяч рублей. Данный телефон Akitel WP36 смело можно взять с собой, например, на вылазку или на активный отдых, послушать через него музыку, либо зарядить другой телефон. Если у вас возникнут вопросы по поводу данного телефона, обязательно пишите их в комментариях, постараюсь помочь. На этой ноте буду завершать обзор. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Пока-пока.